Еще совсем недавно вопрос выбора инвертора был очень простым. Европейский бренд считался эталоном качества, а китайский чаще воспринимался как компромисс ради более низкой цены. Но сегодня ситуация изменилась настолько, что именно европейские власти начали искать способ вернуть на рынок собственных производителей. Почему? На первый взгляд кажется, что причина исключительно политическая, но если посмотреть глубже, становится понятно, что политика здесь появилась значительно позже. Сначала изменилась сама энергетика. За последние несколько лет мир столкнулся с новой реальностью. Все чаще происходят экстремальные погодные явления, возрастает нагрузка на энергосистемы, увеличивается количество локальных отключений электроэнергии. И казалось, что классическая солнечная станция не решает главную проблему. Большинство людей были уверены, что если на крыше стоят солнечные панели, то электричество будет всегда. Но при исчезновении внешней сети обычная сетевая станция автоматически отключается. И именно здесь начинается история гибридных инверторов. Интересно другое. Почему эту архитектуру практически не создавали европейские компании? Ведь именно Европа десятилетиями была лидером в солнечной энергетике. Ответ оказался неожиданным. Европейские инженеры решали совершенно другую задачу. Они создавали оборудование для стабильной энергосистемы. Их целью было максимально эффективно отдавать энергию в сеть. Китайские компании работали для совершенно других рынков. Когда проектируешь оборудование для Африки, Латинской Америки, отдельных регионов Азии, становится неважно, насколько красивый у тебя коэффициент эффективности. Намного важнее другое. Сможет ли дом продолжать работать без сети? Можно ли подключить аккумуляторы? Запустится ли дизельный генератор? Как автоматически переключить нагрузку? Можно ли управлять бойлером или тепловым насосом? Именно поэтому появилась архитектура Grid, Load, Smart Load и Gen. Она родилась не из маркетинга, она появилась как инженерный ответ на реальные условия эксплуатации. И вот здесь происходит самый интересный поворот. Архитектура, которая создавалась для развивающих стран, неожиданно стала востребована в Европе. Потому что изменились требования пользователей. Теперь солнечная электростанция воспринимается уже не только как способ экономии, она становится элементом энергетической независимости. Но именно в этот момент появляется новая проблема. Чем больше умных инверторов подключено к интернету, тем выше требования к их кибербезопасности. Именно поэтому сегодня Еврокомиссия обсуждает ограничения на использование инверторов от поставщиков, которые считают высокорискованными в проектах, финансируемых из бюджета ЕС. Причина уже не эффективность оборудования. Причина в том, что современный инвертор является сетевым компьютером, который способен получать обновления, обмениваться данными, участвовать в управлении энергетической системой. Речь идет о снижении зависимости от потенциально уязвимых цепочек поставок, а не о доказанном факте удаленного отключения инверторов. Получается интересный парадокс. Именно китайские компании первыми предложили архитектуру, которая сегодня считается одной из самых удобных для гибридных систем. Но чем успешнее она становится, тем больше возникает вопросов не к электронике, а именно к информационной безопасности. Поэтому главный вопрос уже не китайский или европейский. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что важнее для современной энергетики? Функциональность, цена, независимость или доверие к инфраструктуре?